День 1942. Алекс на связи. Использовать или нет у себя в умном доме разные самодельные устройства, это должен каждый решать сам, потому что, с одной стороны, самодельные устройства, это, как минимум, интересно их делать, но нужно разбираться все равно, как это все устроено, из чего это можно собрать. И я, например, действительно создавал там еще на базе Arduino, потом на базе ESP, потом для беспроводных работающих от батареек на базе Atini 85 делал разные устройства. Многие все еще работают, но некоторые пришлось уже отключить. Ну, потому что все-таки самодельное устройство – это некоторый риск, потому что непонятно, там, что там, правильно ли сделал, какой-то компонент подключил, или, может быть, какой-то блок питания используется, а он, может быть, и не подходит для этого устройства, может на нем что-нибудь замкнуть случайно, там, если заденут. Или, например, я использовал там, литиевые батарейки от старого аккумулятора от ноутбука. И тоже понятно, что если там что-то случится, например, разрядится она сильно, или, может быть, тоже что-то замкнуть, то может вообще и взорваться эта батарейка, там что-нибудь загореться. Это нужно тоже все предусматривать. А фирменные устройства, с ними все проще. Во-первых, есть гарантия производителя, есть некоторая ответственность производителя, там эти устройства сертифицированы чаще всего. И с ними попроще, конечно, что не будут там делать какие-то совсем уж неверные решения. То есть бывает, конечно, что они работают неправильно, там глючат или садят батарейку, или отваливаются от сети. Но это, там, в общем-то, может и не влиять на какие-то особые эксплуатационные свойства этого устройства. Но, например, если используется что-то работающее от постоянной подключения к электрической сети, например, умные розетки, реле, или, например, умные выключатели, или даже светодиодные лампочки, они все там сертифицированы, может быть, там используются не самые лучшие компоненты, и непонятно, какая там сертификация, насколько она действительно реальна. Но в целом кто-то смотрел, кто-то проверял, и по крайней мере есть опыт, что другие люди пользовались, всегда можно почитать отзывы и там увидеть, что это устройство что-нибудь сгорало или не включалось. У меня, например, даже есть много блоков питания, которые я покупал для там, подключения сервера умного дома, например. Они на 3 ампера, но в реальности половина из них уже не работает, хотя и вроде рассчитаны на этот ток. Но, например, умные розетки, даже самые дешевые, они в принципе выдерживают тот ток, который на них заявлен, пропускной, то есть реле, если там на 10 или 16 ампер, то они так и работают, и я подключал, и нормально работало, ничего не грелось. И такие розетки очень долго работают, и пока еще ни одна не вышла из строя, то есть это значит все равно, что там, даже если используются очень дешевые компоненты, не факт, что они там как-то совсем неправильно собраны и там сделаны совсем там, неправильно и могут быстро сгореть. Но без самодельных устройств для умного дома тоже очень сложно обойтись, потому что фирменные устройства, они все-таки в основном делают самые распространенные функции. Например, это датчики температуры, влажности, датчики открытия, датчики движения. То есть какой-то более специфический вариант найти очень сложно. Например, даже элементарный датчик там, углекислого газа тоже найти нормальный очень сложно. Понятно, что он особо ни на что не влияет. То есть в реальности, конечно, это не самая критичная функция, и многие вообще такие датчики себе не ставят. Но в продаже найти, чтобы он показывал корректно, был, там, интегрировался хорошо в систему умного дома, их практически очень сложно найти. То же самое может быть касаться и устройств для управления, допустим, вентиляцией или там открытием окна. Это тоже фирменные устройства, они либо очень дорогие, вообще какие-то специфические для уж каких-то интеграторов, только могут использоваться и по проводу управляться. Ну, а более простые решения, они практически недоступны, и их тоже там, либо делать самому, либо у каких-то энтузиастов покупать такое устройство. Например, у меня возникла недавно задача, что нужно
элементарно просто реле в подрозетник небольшое, которое чтобы лазило, работало там 220 вольт, не обязательно даже сухой контакт, то есть чтобы просто пропускал ток через реле на 220 вольт. И еще был мониторинг потребленной электроэнергии, потому что мне надо понимать, сколько устройство там будет потреблять. Это мне надо, чтобы теплый пол, он там, по термостату включается и отключается. И если я не буду мониторить потребление, то я могу и не понять, что у меня теплый пол сейчас не работает. И, в общем-то, возможно, нужно просто предусмотреть какой-то другой будет сценарий. Ну и посчитать потом потребление тоже точно не получится, сколько ушло на обогрев этого теплого пола. Поэтому мне нужен такой реле. А его нет. Таких есть некоторые варианты довольно неплохие, но они работают по Wi-Fi. То есть это значит, надо там определенную систему использовать, там приложение от этого производителя ставить. Возможно, есть какие-то способы DIY режимов, но все равно получается, что это уже такое специфическое решение. Но и Wi-Fi сам по себе, он тоже имеет определенные ограничения. Ну, либо есть другие варианты, но они уже большие, там, крупные, их в подрозетнике не установить. Но можно найти у энтузиастов сделаны в интернете такое предложение, что да, вот они собрали, вроде все соответствует характеристикам, все очень компактно, все умеет читать, там интегрируется система умного дома, работает по Zigbee, вроде все хорошо, но непонятно, насколько они сделали все верно. И даже если компоненты можно отдельно проверить, и они действительно вроде неплохие, то, возможно, где-то будет локальный перегрев, например, какого-то устройства, например. Или там может быть какое-то реле, которое покупали они для монтажа, но не соответствует тем характеристикам, или может быть как-то неправильно там было установлено, и в итоге тоже может стать какие-нибудь проблемы. Ну или, например, датчики температуры влажности. Если покупать обычные, там я обычно покупаю это Xiaomi и Aqara, они меня устраивают по своим характеристикам. В общем, они достаточно компактные, работают от небольшой батарейки где-то 1,5 года, измеряют, в принципе, достаточно точно, но отправляют информацию не очень часто. То есть у них срабатывание идет только если там температура на полградуса изменилась, а влажность на 5%. С влажностью еще можно как-то там мириться, но с точностью температуры, конечно, хотелось бы поточнее, но довольно сложно. Таких датчиков, от них вообще невозможно получить уже таких параметров, но и другие найти такие же довольно проблематично. Поэтому, если делаешь свой, то там можно любой заложить сценарий, например, чтобы они срабатывали при изменении на 0,1 градуса. Конечно, возможно, надо будет как-то усреднять значение, чтобы они лишний раз не отправляли. Бывает, потому что разные датчики. Какой-нибудь датчик может просто от дуновения ветра сработать, показать ниже, или может быть питание от батарейки, например, изменилось при частой отправке или еще как-то. И они тоже могут сработать и отправить. Поэтому нужно усреднять и отправлять уже более точно. Но, по крайней мере, здесь можно сделать так, как нужно, и с нужной периодичностью. И тогда на основании такого датчика уже можно делать разные другие сценарии. Например, поддерживать температуру более точно, и даже можно подумать, какой гистерезис указать на таком, допустим, термостате, если он виртуально используется для управления каким-то обогревателем. То есть это тоже такая функция, возможно, потребуется, и найти фирменный датчик уже не получится. Или, например, датчик движения я делал, который не надо, чтобы он управлял каждые 2 секунды срабатывания. Если изменялось в темноте это движение, то он отправляет чаще. Если движение, когда светло, то он отправляет реже. У фирменных такой функции нет. Она просто работает по тому алгоритму, который предусмотрел разработчик. И, в общем-то, переделать ничего нельзя. Но и иногда получается так, что такой датчик фирменный использовать в сценарии уже не получается.
нужно будет все равно делать свой. Ну и, например, у датчика Акара есть датчик освещенности, и там, наверное, могут предусмотреть какой-то сценарий или способ настройки этого датчика так, как нужно. Но у датчика Xiaomi, например, просто только есть датчик движения, но нет датчика освещенности. И там уже ничего не сделаешь, нужно будет придумывать, как это обойти решение, ну, либо вообще там не использовать такие датчики в сценариях. С самодельными устройствами, конечно, разные сложности бывают. Ну, во-первых, это достаточно сложно сделать какое-то хорошее устройство. Если там делать на Zigbee, то нужно будет придумывать, как его интегрировать. Возможно, нужно будет, например, для Zigbee TT какой-нибудь драйвер писать дополнительные для интеграции. Но еще нельзя будет это устройство добавить в какой-нибудь фирменный умный дом, например, от Tuya. То есть это все равно уже означает, что нужно использовать и самодельный там, open source сервер умного дома и создавать на его базе свой умный дом. То есть это уже новые такие ограничения появляются. Но если использовать Wi-Fi, то есть много таких контроллеров на базе ESP. Там, это, в принципе, довольно удобно, но у них есть свои специфические сложности, то есть они работают не совсем правильно, не совсем корректно, им нужно хорошее питание обеспечить, ну и, в принципе, там, довольно сложно это все там хорошо смонтировать и как-то соединить, чтобы вкат еще разместить в какой-то корпус, чтобы это все работало. У меня, например, многие самодельные устройства, они вообще сделаны на макетке, без пайки, без всего. То есть, там, потому что это вроде как временное решение. И там, думал, что потом, если все понравится, наверное, как-то перепаяю все и сделаю там, по-нормальному. Даже покупал отдельно все необходимые такие компоненты. Ну, кто-то заказывает вообще там платы, делает и уже там совсем по-правильному, по-умному делает такие самодельные устройства. Но я макетки сделал, вроде и нормально. Если нужен корпус, тоже у меня нет 3D принтера, и я не могу себе корпус распечатать. Часто подобрать готовый корпус не получается. По разным причинам он может не подойти. Ну и в итоге я там просто использую какие-нибудь упаковки, пластик из-под чего-нибудь. Но, в принципе, чаще всего этого достаточно для того, чтобы это самодельное устройство работало. Но если это устройство, оно, допустим, на базе Atini 85, то там тоже я использую протокол на радиочастоте 433 МГц. Это там специальные передатчики. На них нужен, соответственно, шлюз, который будет принимать это все. И это получаются такие решения, которые больше только для себя можно сделать. Ну, а кому-то там помочь сделать, научить это делать, это довольно проблематично. И они уже вряд ли смогут применять их такие самодельные устройства у себя в умном доме.